Кристина Волкова была решительно настроена на месть. Воспитываясь в тени трагической гибели своего отца, она не могла забыть того страшного дня, когда ее жизнь перевернулась. Ее отец, Сергей Волков, был известным инженером на заводе, но его смерть в автомобильной аварии оставила за собой множество вопросов. Все официальные версии указывали на случайность, но Кристина была уверена, что за этим стояла чья-то злая воля. Ее подозрения стали направляться на Константина Петровича Громова, начальника тюрьмы, с которым отец Кристины когда-то пересекался по работе. Этот человек олицетворял для нее все зло, и она поклялась отомстить. Она устроилась работать в тюрьму, надеясь найти хоть какую-то информацию, которая могла бы привести ее к истине. Громов, как опытный и жестокий начальник, сразу понял, что Кристина не такая, как другие. Она не боялась высказывать свою точку зрения, отказывалась от слепого подчинения его приказам. Все это вызывало раздражение у Громова, и чтобы сломить ее, он назначил ее работать среди самых опасных заключенных, надеясь таким образом устранить ее, если не физически, то морально. Кристина оказалась в камере с группой рецидивистов, которые с первого взгляда могли бы стать для нее настоящей угрозой. Но вместо того, чтобы поддаться страху, она начала тщательно наблюдать за окружающими. Среди заключенных был один человек, Григорий Павлов, известный своей силой и жестокостью, но в какой-то момент он стал ее защитником. Он понял, что Кристина не боится их, и поначалу это заинтересовало его. Вскоре Григорий предложил Кристине свою помощь в борьбе с Громовым, увидев в ней не просто жертву, а человека, который может помочь ему свести счеты с системой. С помощью Григория Кристина начала собирать информацию, но вскоре узнала, что за смертью ее отца стояли не те люди, которых она считала виновными. В процессе своего расследования она наткнулась на несколько документов, которые указывали на возможную подставу, организованную кем-то с заводом, на котором работал ее отец. Стало ясно, что ее отец, возможно, пытался разоблачить крупные махинации, связанные с производственными процессами и незаконными сделками, и его гибель была тщательно спланированной местью. Одним из ключевых моментов в расследовании стало то, что она нашла старый протокол аварии, который указывал на явные несоответствия с официальной версией. Громов, казалось бы, стал откровенен с Кристиной, раскрыв ей детали происшествия. Он утверждал, что ее отец стал препятствием для некоторых людей на заводе, и что его смерть могла быть частью более сложной игры. Однако Кристина не могла поверить в его слова, ведь все указывало на его причастность к гибели ее отца. Григорий, в свою очередь, продолжал помогать Кристине, но его методы были жесткими, и он все чаще призывал ее смотреть на мир с прагматичной точки зрения. Он говорил, что в этом мире нет правды, есть только сила, и что месть — это единственный путь к правде. Однако Кристина не могла принять такой философии. Она настаивала на том, чтобы разобраться в вопросе и не позволить манипулировать собой. В ходе расследования Кристина обнаружила документы, которые указывали на махинации, с которыми столкнулся ее отец. Оказавшись в архиве на заводе, она поняла, что ее отец не случайно оказался на пути тех, кто скрывал правду. Он пытался разоблачить грязные схемы, за которые в конечном итоге и поплатился. С каждым шагом Кристина все больше понимала, что Григорий был связан с этими махинациями. Он признавался, что знал о коррупции и сам помогал скрывать следы преступлений, разрушая репутацию невиновных людей. Он также признавался, что использовал ее, чтобы добиться мести Громову и разрушить его карьеру. Кристина была ошеломлена, она поняла, что все это время ее использовали, а сама она сыграла роль в чьей-то игре. Вернувшись к Громову, она решает получить от него ответы. Он снова встал перед ней, уверенный в своей неприкосновенности, но признается, что в смерти ее отца были замешаны гораздо более могущественные силы, чем она могла себе представить. Громов сообщил, что ее отец мешал выгодным сделкам на заводе,
и его смерть была результатом высоких ставок в бизнесе, а не личной мести. Кристина наконец поняла, что месть не вернет ее отца, и что она сама стала пешкой в игре, о которой даже не догадывалась. Она решила действовать иначе. Вместо того, чтобы продолжать разрушать жизни людей ради мести, она выбрала путь справедливости. Григорий был арестован и предъявлены новые обвинения в его преступлениях. Кристина добилась справедливости, но ей не было радости от победы. Справедливость не давала ей утешения, а месть не вернула ей утраченное. Она научилась ценить правду, но поняла, что место в прошлом невозможно заново отстроить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вас ждет еще много интересного.